Друзья, всем привет! Готовлю традиционный русский торт медовик, который я адаптировал для всех, у кого непереносимость глютена, либо кто просто не употребляет пшеничную муку. Торт по данному рецепту получается настолько вкусный, что в восторге будут даже те, кто привык к классическим рецептам. Медовик готовлю на рисовой муке, которая ближе всех адаптирована по свойствам с пшеничной. Такой торт очень хорошо усваивается, даже если съесть двойную порцию. Рецепт очень простой и получится даже у тех, кто будет готовить торт впервые. В сотейник с медом всыпаю соду и включаю умеренный огонь. Как только мед начинает закипать, активно вымешиваю ручным венчиком. В своих рецептах по этическим причинам я использую только искусственный мед, он же кондитерский. Как только мед приобрел янтарный цвет, выключаю плиту и добавляю сливочное масло. Вымешиваю, чтобы масло полностью растворилось в меде. В яйца всыпаю сахар и соль. Взбиваю на высоких оборотах миксера, чтобы сахар полностью растворился, а яйца стали пышные. Вливаю медово-сливочную основу во взбитые яйца. Всыпаю сразу всю рисовую муку. Вымешиваю миксером, чтобы получилось однородное медовое тесто. Форму для выпекания с предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все медовое тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Для сиропа в воду добавляю сахар и перемешиваю. Остывший медовый бисквит разрезал на 3 коржа. Для крема в сметану всыпаю сахарную пудру. Вымешиваю миксером до получения стабильного крема. Непромешанные остатки снимаю с соседней чаши силиконовой лопаткой. Окончательно вымешиваю миксером. Всегда помните, чтобы крем из сметаны получился устойчивый, очень важно слить сыворотку после вскрытия упаковки. Сметана должна быть хорошо охлажденная, а тара для взбивания ледяная из морозильной камеры. Вот такой сметанный крем, который крепко держится и не опадает с венчиков, получился. Для устойчивости на подложку наношу немного крема. Укладываю первый медовый корж срезом вверх и пропитываю сахарным сиропом. Выкладываю крем и распределяю осторожно крем по всей площади коржа волшебной палеткой, формируя кремовый бортик, чтобы торт имел четкую форму без наклонов. Затем выкладываю второй корж и в такой последовательности собираю торт. На последний корж устанавливаю доску и фиксирую доску на торте, выравнивая его. Оставшийся крем распределяю палеткой по торту, чтобы сметанный крем выходил за борта. Распределяю крем палеткой по боковине торта. Для более деликатного выравнивания можно и воспользоваться плоским шпателем. При желании торт можно украсить черносливом по окружности. Дополнительно обсыпаю торт дробленными грецкими орехами. Убираю торт в холодильник до следующего дня. Медовик без глютена получился идеальный. Остановиться просто невозможно, настолько это вкусно. В нем хорошо сочетаются медовые коржи, сметана с грецкими орехами и черносливом. Готовьте, и вы будете просто в восторге, поверьте мне на слово. Спасибо за просмотр, и если остались вопросы, спрашивайте в комментариях.